На окраине маленького бедного города Бразилия-Тижейру, среди пыльных улиц, ветхих домов и тропической жары, стоял дом с облупленными голубыми стенами и крышей из старой черепицы. Именно здесь много лет жила Донья Элиса, пожилая женщина с серебристыми волосами и выгоревшими от солнца руками, на которых сохранились следы тяжелой работы. Она родила и вырастила сына, Жоау, одна. Отец ушел еще до первых шагов ребенка, и с тех пор вся жизнь Элисы вращалась вокруг сына. Работая кухаркой, прачкой, уборщицей, где только удавалось, она кормила, одевала и учила его честности. Все, что у нее было, она отдавала ему. Но время не щадит никого. Когда здоровье пошатнулось, а работа в частном доме закончилась, хозяйка умерла, Элиса больше не могла приносить в дом деньги. И тогда то, что она считала своей семьей, дало трещину. Жоау, выросший в мире, где бедность превращает сердца в камень, смотрел на мать уже иначе. Он видел в ней не ту, что отдавала ему последнюю еду, а обузу. Его жена, Марияна, с которой Элиса делила крышу, лишь подливала масло в огонь. И вот в один день, когда на кухне не оказалось риса, когда счета вновь остались неоплаченными, Элиса поняла, ее здесь больше не ждут. Она не плакала. Просто собрала 2 старых чемодана, которые еще помнили поездки к больной сестре в Алагоас. Выпрямилась, насколько позволила спина, и, не оборачиваясь, пошла прочь от дома, который строила по кирпичику. Жоау стоял на крыльце и что-то говорил Марияне. Он даже не смотрел в сторону матери, уходящей по потрескавшейся дорожке. Он не знал и, возможно, никогда не узнает, что у Элисы был сберегательный счет в Государственном банке в Сальвадоре. Годы тяжелой работы, не потраченные ни на одно новое платье или украшение, принесли ей почти 200 тысяч реалов. Она копила, чтобы однажды помочь Жоау открыть свою автомастерскую, мечту, которую он носил в голове еще с подростковых лет. Но теперь эти деньги стали ее спасением. Через несколько дней Элиса села в междугородний автобус и уехала в Камасаре, город к северу от Сальвадора. Там, в небольшой квартире с балконом и видом на реку, она начала новую жизнь. Она не держала зла, просто больше не надеялась. А в доме с голубыми стенами на окраине Бразилия-Тижейру Жоау и Марияна продолжали спорить о деньгах, не зная, что потеряли больше, чем могли представить. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.